Что советуют вам карти Таро прямо сейчас? Сукно обирає якісне, а людину щирісну. Откровенную, открытую. Что советуют высшие силы? Сделать выбор. Делайте выбор. Потому что если вы не делаете выбор, вы становитесь вот этими друзьями. В кавычках. В лапках. Общий расклад Таро. Что сейчас между вами? Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я приглашаю вас на общий расклад Таро, на любовь, на отношения, чтобы подразобраться с ситуацией в отношениях и понять, что между вами сейчас. Настройтесь на свою ситуацию, на себя, на своего партнера, на загаданного человека. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. И в ближайшие 30-40 минут мы погадаем с вами на картах Таро сегодня и откроем загадки и тайны ваших отношений. По традиции начнем с того, что посмотрим ситуацию. Випадають сумніви или сомнения. Як боишься, не роби, а зробиш, не бейся. Да? Ну, смотрите, как минимум в вашей ситуации есть что-то сомнительное. Да? То ли вы сомневаетесь, ну тут женщина сомневается, а может быть вы сомневаетесь в женщине, да, как мужчина, то есть есть сомнения. Меня терзают смутные сомнения, да. Красная свеча сегодня свидетельствует не только о любви, да, или об отношениях, но и о сомнениях и страстях. И смотрите, цвет свечи совпадает, ну, с доминирующими оттенками первой карты, хотя все карты здесь у червоно-чорному правильному виконанні, як кажуть. Ну, ладно, сомневаетесь вы, давайте дальше смотреть. А сомневаетесь вы в мужчине? Но, опять-таки, еще раз хочу сказать, что и мужчина может сомневаться в женщине. И гарний парубок, та й досі не женився. Но сомневаетесь, а почему это он до сих пор не женился на вас? Ну, или сомневаетесь, верен или нет. В общем, сомневаетесь вы и в ней, и в нем. Да? Мужчина в женщине сомневается. В общем, не знаете, что будет дальше. Да? Видите, как симметрично, да, выпало. Интересно. Окей, дальше. Ну и здесь маты, да. В центре у нас мать. Женщина, ну такая ситуация, женщина, что может сомневаться здесь, станете ли вы матерью с этим мужчиной, да. Хочет ли он детей. Мужчина сомневается, быть ли ему отцом. Могут быть в центре дети, и дети в ваших отношениях играют ключевую роль. Но, поскольку карта выпадает именно мать, то, возможно, мама, его или ваша, ну или чья-то мама, играет ключевую роль в этих отношениях. Ну и диада, мать, дитя, да, здесь имеет значение. Например, мужчина не может оторваться от маминой юбки. Такое часто бывает. Женщина не может оторваться от маминой юбки, поверьте, это тоже бывает и довольно-таки часто. Не правда ли? И есть сомнение. На солнце тепло, а біля матери добре. На солнце тепло, а возле матери хорошо. И вот вопрос. А так-то ли хорошо возле этой мамы? Вам обоим, как минимум. Ну, или вам с его мамой. Или его с вашей мамой. Ну, окей. Давайте посмотрим дальше. Что еще здесь играет роль? Или что в отношениях, и что за ситуация, да? Є якась циганка, да, і не питай у ворожки за свою стежку. Возможно, вы гадаете частенько на своего партнера, на мужчину, женщину. Ну, а возможно, вы недавно встретили какую-то гадалочку, ворожку, и, может быть, что-то вам уже напророчили. Ну, и опять-таки, не знаете вы, что же вас ждет? Остается только гадать, да? И то к Алехандру придете, то еще кому-то на расклад, да? И периодически подглядываете на картах. Бывает. Кстати, я скажу еще, что, учитывая ту карту, которую я вижу, здесь опять ребеночек, да, дети тут играют роль. Ну и собака, возможно, ваши друзья суют свой нос в ваши отношения, но вы как бы этого не замечаете. Потому что эта барышня здесь, ну, она явно не на собаку смотрит.
А вот собака явно смотрит на нее, да, внимательно смотрит за процессом. Поэтому за вашими отношениями кто-то внимательно следит со стороны. Как минимум выглядит как друг, но не факт, что это друг, да. Например, мама следит за вашими отношениями и вроде бы как друг или подруга, да, но это большой вопрос. Я не говорю, что она здесь вам мешает 100%, но нужно разбираться. Дальше смотрим. Ложу карту сюда, она немножечко такая у нас слегка такая откровенная, да. Так вот, є панночка. І багач не відає, що бідний обідає, да. В ваших отношениях есть человек, который по статусу, ну, его статус, да, вот в этих отношениях есть человек, чей статус, ну, как бы выше, да, и из-за того, что у него статус выше, как будто бы есть моменты, которые его не интересуют. Может быть, в ваших отношениях вы занимаете какие-то разные социальные слои или ступени, и из-за этого кто-то, кто занимает высшую ступень социальную, ну или богаче, или в бизнесе, или в работе преуспел, или в самореализации, не обращает внимания на то, что происходит, ну, в ваших отношениях как минимум. Но может быть тут еще такая ситуация, где богатая особа или обеспеченная особа забирает на себя столько внимания у какой-то женщины, ну, наверное, у вас, что вам приходится этой женщине отдавать внимание, энергию, заботу, тепло, любовь или просто тратить на нее время, и это может вам приносить какие-то хлопоты, заботы, трудности, а ей все равно. Ну, вот такие вот моменты. Давайте посмотрим. Первое. В чем суть сомнений? Или раскроем немножко шире сомнения, да, вот причины и вообще, что идет на сомнения. Какая карта, да? Здесь есть учительница, и как бы строгость учителя полезнее поблажливости батьків, поблажливости родителей, да, или снисходительности родителей. То есть строгость учителя полезнее снисходительности родителей или поблажок родителей. Важко переводити мені на іншу мову. Да? Ну, таке. Так вот, смотрите, в чем сомнение? Вы не знаете, вести ли себя с партнером еще жестче, чем есть. Или не знаете, а станет ли к вам ваш партнер мягче. То есть есть какая-то жесткая ситуация или жесткое поведение, или модель поведения, которую, ну, как бы стоит подкорректировать. И вот вы сомневаетесь, а стоит ли быть мягче или надо пожестче. Вот как вы считаете, напишите, нужно ли быть мягче или нужно ли быть жестче в этой ситуации. Ну, не понимаю, почему у меня вот так вот скочит кадр, да, наверное, на свечу наводится. Окей, резко скочит. То есть, может быть, и вы не знаете, сможете ли вы перевоспитать своего партнера, или, может быть, вы чувствуете, что ваш партнер ваш воспитывает, а вы уже не перевоспитуемы, потому что вам уже далеко за 5 лет. И все воспитание закладывается в человека до 5 лет. Вы же знаете, наверное, да? Окей, давайте посмотрим, как карты Таро видят этого парубка, ну, этого хлопця, цього гарного хлопця. А парубок не тільки моторний, да? Хоч звуть його і не Еней, да? Еней був парубок моторний, а цей парубок у нас працьовитий. Так что я не скажу, что этот парень байдики бьет, да, то есть дурня валяет. Ну, работяга. И вот теперь давайте посмотрим. Учитывая то, что между вами в центре пока что я вижу очень четко выраженную маму с ребенком. Давайте посмотрим, может, это вы. Но мы посмотрим ее роль этой мамы с ребенком в этих отношениях. Можете посмотреть роль материнства, ну и вообще, что карты скажут по поводу этой мамы.
этой матери, да? Недуга. Ну, люди хворіють, бо берегтись не вміють, да? Ну, я так скажу, эта женщина либо болеет, и тогда она, естественно, будет притягивать к себе внимание, постоянно просить что-то, да, или требовать, может быть манипулировать. Часто люди болеют и манипулируют этим, и даже они могут и быть здоровыми, но делают вид, что больные, манипулируют. Но, как минимум, эта женщина либо болеет и со всеми вытекающими, либо она вносит в эти отношения нездоровую ситуацию. Вот так вот. Давайте посмотрим, что эта цыганка, да, говорит вам о судьбе вашей, о судьбе ваших отношений. Или сказала уже вам, если вы к ней уже обращались. Угу. Цыганка вам говорит, что вас осуждают, что есть люди, которые явно против вас. И этих людей много, и самостоятельно против этих людей вы идти не можете. Или вам будет очень трудно. Ну, як кажуть, де суд, там і неправда водиться. Не так ли? Ну, кто с судами знаком, тот знает, что такое суд. Да. Да. Ну, ладно. Хорошо. Давайте посмотрим. Это панночка. На что ей наплевать этой панночке? И эта панночка может быть кто угодно в вашей ситуации. Представьте себе, что это ваша начальница. Вот о чем она не хочет знать? А она не хочет знать и слышать о щедрости. Эта панночка как минимум не хочет давать, а хочет брать. Поэтому наши подозрения о том, что она может притягивать к себе внимание, то есть энергию. Ну і мудрість народна каже, що як тому не дати, хто вміє прохати. Так вот, эта панночка не будет давать, даже если вы попросите, и будет брать, даже если вы не готовы давать. Слышите? Поэтому эту панночку можно назвать как минимум энергетическим вампиром. Ну так, в лайт-версии. Ну, или она умеет так хорошо просить, что вы не можете ей отказать. Вот так вот. От таке, як кажуть, да? Або от такое. Ну, добре. Давайте посмотрим. Есть ли шансы, что в ваших отношениях будет меньше жесткости, строгости? Есть ли шансы, что в ваших отношениях станет, ну, или они как-то, ну, давайте так скажем, помягшают, да, размякнут, да, или попустит, короче, вас? Не, нету шансов пока. Тюрьма, не шукай доли, а шукай воли. Поэтому явно в ваших отношениях, вот особенно, может быть, для мужчины, нужна воля. Нужна воля. Но, может быть, и из-за неволи мужчина здесь достаточно жесткий, например. Или наоборот, женщина достаточно жесткая, а мужчина в неволе. Например, мужчина под юбкой матери, или мать манипулирует сыном, или наоборот, мать манипулирует дочерью, к примеру. Такое часто бывает. Матери очень сильно манипулируют дочерьми, если что. Ну, это я так мужчинам на всякий случай, а вдруг они не знают, да? Окей. Над чем надо работать в этих отношениях, особенно мужчине? Ну, тут заутренняя. А заутренняя – это молитва, я бы так сказал, мужчина сильно заземленный и замкнутый на материальном. Духовная составляющая, духовный рост для него важен. Но обычно это у мужчин после 40 происходит. Но чем больше этот мужчина зацикливает на материальном, на деньгах и на работе, тем хуже для него. Ему нужно работать над духовным. Но, опять-таки, если он у вас, наоборот, сильно набожный, то его нужно заземлять. Имейте это в виду. Ну окей. Давайте теперь посмотрим, на что влияет
вот эта женщина, или болезнь этой женщины, или энергетика этой женщины, или как она влияет и как проявляется ця недуга, ця болезнь. Да? Но она, кстати, она глава рода, и от нее идут болезни. От нее идет болезнь и передается например, на дочь или на сына. По сути, источник негативной энергии этой женщины передается на род. Поэтому, как минимум, эта женщина есть носителем негативной родовой программы по линии матери. И она может передаваться как на сына, так и на дочь. Сзади мы видим дочь, но может быть это и сын. А может быть и сын, и дочь. Такое бывает тоже. Хорошо. Осуждает ли вас ваш партнер? А если осуждает, то на что это влияет? Он вас не то что осуждает, а он каким-то образом цепляет, может быть давит, а может быть унижает ваше достоинство. Гідність – це достоинство. І кожна людина є покровителем своей чести и гідності. Поэтому, к сожалению, если вас осуждают и идут против вас группа лиц, род и так далее, то в конечном итоге это вас цепляет и цепляет ваше достоинство. По сути, это унижение. Так, не образно, оно так и есть. Гідність – это достоинство. Все, что связано с достоинством, это связано напрямую с унижением. То есть, если на вас давят, критикуют, то это унижает, собственно, ваше достоинство. То есть, может быть, например, говорят, да он или она, да он там бездарь или там не работает, или еще неудачник, понимаете, да, или она неудачница, вот такое. Хорошо. Чего, щедрость проверим, чего ждать вам от этих отношений в ближайшем времени? Идиллия. У вас есть шанс наладить отношения. Не люблю я это слово идиллия, но оно близко к идеалу, а идеального ничего не бывает, к сожалению. Щастя не під кова, під ногами не знайдеш. Гарне прислів'я. Але есть все шансы, что вы наладите отношения. Но, смотрите, я вижу здесь мужчину и женщину, да, або парубка та дівчину. Вони такі файні. Але ж немає поруч жодної людини. Навіть собаки нема. Навіть кицьки немає. Нету кицьки, немає собаки, немає батьків. Це добре. Ви почули. Треба жити окремо. То есть, идиллия, она здесь благодаря тому, что вы можете наладить свои отношения и, в принципе, сделать их идеальными, но в вашем окружении должно быть никого. Ровным счетом никого. Что я могу поделать? Ведь так на карте. Хорошо. Что сковывает вашего партнера? Особенно мужчину. Хотя здесь женщину, да? Вот что является этими оковами в ваших отношениях? Смотрите, тут наука. А наука, она такая штука. Вчення в часі красить, а в нещасті тішить, да? В счастье красить, а в несчастье тішить. Смотрите, что вас сковывает? Может быть, вас учат жить, и много людей, которые говорят, вот делай так, делай так. То есть, например, родители суют свои носы и учат вас жить в отношениях. Не учитесь чужой жизни. Нету того учителя, который вас научит. Хотя там, видите, учитель есть. Вот он. И у меня такое ощущение, что есть много лишних глаз, ушей, учителей в ваших отношениях. И они как минимум накладывают оковы на вашего мужчину, может быть и на ваши отношения. А здесь мальчик учится. Скорее всего, очень сильно грузят мужчину здесь. С большой долей вероятности. И еще так скажу. Учеба, она как есть часть кармы. То есть карма это и есть обучение, да, прохождение ошибок в любом случае. Поэтому и карма здесь тоже имеет свое значение, учитывая то, что мы видим здесь родовые программы, оно накладывается, да. Может быть, например, родители не хотят, чтобы сын или дочь повторяли их ошибки, но влияя
усугубляют ситуацию в отношениях. Окей. Как, по мнению высших сил или духа, эта ситуация видится со стороны высшими силами? Или что хотят сказать высшие силы об ваших отношениях? Веселощі. Танцювати не хочеться, та черевички просятся. Да? Классная карта. Но смотрите, вам не хватает легкости, вам не хватает танца, вам не хватает ритма. Но танец, ритм, звук – это все частота. Если не хватает ритма, частоты, значит вы на частоте не на своей. Соответственно, высшие силы говорят вам: смените частоту, поменяйте энергетику или блокируйте энергетику, звуки и ритмы других людей, даже голос. Поэтому еще раз обратите внимание на учителей, в кавычках, и людей, которые постоянно вам что-то говорят в ваши отношения. Даже наговоры могут влиять на ваши отношения. Одним словом можно изменить судьбу, запомните это. Ну, вы, может быть, это и знали, конечно, но слово не воробей, вылетело, не поймаешь. И здесь одно слово чье-то может изменить судьбу ваших отношений. Поэтому смотрите, высшие силы вам говорят: уберите все лишние частоты, создавайте свою музыку и крутите свою дискотеку в своих отношениях. Но давайте немножко о главе рода. Какую роль за вашей спиной играет родительница? Ну, кто гадает на маму, но тут все-таки больше женская линия. Я думаю, вы можете прочитать эту карту. Что тут написано? На английскую это wish, да, або відьма. Ну, и сами понимаете, что відьми шлюбу не беруть, чуже счастье крадуть. Поэтому будьте осторожны. Мама здесь может играть не самую лучшую роль, как минимум, в ваших отношениях. И, скорее всего, здесь роль, точнее, девиз: чем дальше, тем ближе по отношению к этой женщине. Вам не обязательно с ней ссориться, например. Вы можете просто разъехаться. Или быть подальше. Или как можно меньше контактировать. Или как можно меньше ее слушать. Или как можно меньше ее слышать. Но я бы вам рекомендовал ставить энергетическую защиту. Но это рекомендация, мы не делаем сегодня диагностику. Я не говорю, что она магичит на вас. Вы сами знаете, есть ли от нее магия или нет. Вот этой женщины. Да даже родовая программа, если работает, то она работает. Она може бути, як кажуть, несвідомою відьмою, да? Або несвідомо це робити. Да? Ну окей. Гідність или достоинство. Да? Вот. Давайте скажем так. Как вам поступить по достоинству? Что вам советуют карты? Вот, как достойно выходить из этой ситуации, кроме того, что у вас уже есть? Ну, в советах, да? Или как не потерять лицо в этой ситуации? Угу. Ну, давайте так скажем. Здесь карты советуют в этой ситуации быть верным слугой своему партнеру, но не маме, не своей и не его. То есть мухи отдельно, а котлеты отдельно. Вот если вы согласны, так и напишите. Но если вы не можете быть слугой своему мужчине или своей женщине, значит, возможно, или вы еще не доросли до этого, потому что служить надо уметь. А может быть, просто это не ваш расклад. Возможно. А может быть, это не ваша карта. Сами разберетесь. Насколько реальна эта идиллия? Вот еще раз хочу сказать. Вот не лежит душа и создать идиллию. Можно просто гармонизировать. Вот это слово гармонизация. Как вам больше подходит? Идиллия? Вы больше любите идиллию в отношениях или гармоничные отношения? Напишите мне. Мне интересно ваше мнение узнать в комментарии. Реально ли здесь сделать эту идиллию или гармонизировать отношения? Сварки або сварки. Ну, вообще сварки вообще-то, да. Гризуться, як собаки за кістку. Так и написано, да. Ну, смотрите. Да, реально, но вам нужно
поработать с энергетикой, со своим партнером и убрать рассорку. Скорее всего, она здесь есть. И чем меньше вы будете ссориться, тем гармоничнее будут ваши отношения. Но меньше ссориться вы будете, когда будет меньше влияния ведьмы, когда вы научитесь уважать один другого, когда вы начнете служить один другому, учиться служить. И сделав выводы из того, что вам подсказывают высшие силы через эгрегор Таро моим голосом сегодня. Окей? Чему учат вас эти отношения? Чему вас учат эти отношения? Учат жениться или выйти замуж. Учат вас бути вменше, і перше, чим одружитись, треба роздивитись. Ну или рассмотреть, да, прежде чем жениться, нужно разглядеться или вглядеться, приглядеться. Вот так, да. Ну, смотрите, они вас учат не торопиться, эти отношения, и находить приятное в мелочах, полезное в мелочах. И, как говорится, дьявол кроется в деталях, и вы многого еще не знаете друг о друге. Поэтому не торопитесь, а лучше або краще роздивитись, да? Краще роздивитися, или лучше приглядитесь, не торопитесь. Хорошо. Радости. Какие радости несут вам? Ну, вот здесь больше веселище – это развлечения такие, да, вот какое-то такое веселище – это веселье вообще, да. Но какие радости могут принести вам эти отношения? Своя хата. Непогано так дівки танцюють, да. Непогано дівки пляшуть, да. Ну, тут дівки пляшуть, если что. Ну, смотрите, какую радость может принести эти отношения? Возможно, вы купите свой дом. Хата – це хата, це не квартира, якщо що. Кожному птаху своє гніздо миле. Поэтому у вас возможен свой дом. И даже, смотрите, высшие силы через эгрегор вам подсказывают. Ищите свою квартиру, ищите свой дом, снимайте отдельно жилье. Живите отдельно, не живите в общежитии. Старайтесь выехать. Хорошо, давайте просто спросим. Какое влияние оказывает эта ведьма на эти отношения? Сегодня прям не расклад, а шокирующие подробности, да? Так и назовем. Шокирующие подробности. Ух ты. Ну, я так и знал. Ну, як кажуть, хто в темі, тот поймет, да? Злидні. Ну, а злидні, ви ж бачите, хто тут. Чужинці, да? Чужі. Ну, це вони, оці, немиті, да? Кляті. Ну, в общем, ведьма это, как минимум, приносит в ваши отношения злыдни. Репин знал, как изобразить злыдни. Вот они такие. Поэтому ведьма вам точно не помогает в этих отношениях. И то, что я изначально заподозрил в этой женщине в красном платке, вот оно приводит к вот этой лямке. Она как минимум очень сильно отягощает судьбу ваших отношений, вашу личную судьбу. И вы как будто бы в лямке, как будто бы вы вляпались во что-то, втянулись, да? Втянешься, знаешь, как такая пословица есть, да? Втянешься. Втянешься. Ну вот видишь, втянулись, да? В злыдни. Поэтому вам нужно из этих злыдней уходить. И здесь вот мужчина, он не просто так в кайданах, да? В оковах. Бо кайданы це таке. Хорошо. Если вы начнете прислуживать своему партнеру, как он к этому отнесется? Потому что не всегда люди любят, когда им прислуживают. Вашему партнеру не нужна прислуга. Он у вас и так козак славный, воин сильный. Но казак, он оценит это по достоинству. Хотя он и не нуждается в том, чтобы ему прислуживали. Но уважать он вас будет сильнее. А чому? Тому що він казак. Истинная причина ваших ссор и разногласий в отношениях. Ну, истинная причина выпадает мужчина.
может быть и отец. Здесь каким-то образом зависит от матери. Но тем не менее, истинная причина связана с мужчиной. И это может быть и отец, и может быть ваш партнер мужчина. Поэтому все завязано на мужчину. И сегодня сказать «cherchez la femme» – это ничего не сказать, потому что тут «la femme», да, в центре, да, а мужчина здесь имеет тоже ключевое значение. Как минимум, женщина влияет на мужчину. Но, может быть, мужчина, как хозяин, становится не хозяином своей судьбы, своих мыслей, своих чувств, своих планов и своих действий по отношению к вам. Он блокируется. Будет ли у вас свадьба или нет? Давайте посмотрим. Что скажут карты вообще по поводу этого? Мы не будем смотреть «да», «нет». Мы просто посмотрим, что скажут карты. Да? Є загроза или есть угроза. Винен чи не винен, а попався, поплатись. Но смотрите, здесь такая ситуация. У вас на вашу свадьбу влияет женщина, это раз. То есть, если вы уберете влияние этой женщины, то будет все хорошо. Ну и второе. Угроза вашей свадьбы – это возможность вашего партнера или вашей партнерши, мужчины тоже имейте в виду, иметь соперника-соперницу, понимаете. Вот два этих момента напрямую влияют на вашу свадьбу. И она возможна. Но если вы избежите влияния этой женщины, соперника и соперницы, тогда все будет хорошо. Будет ли у вас свой дом? Что скажут по этому поводу карты Таро сегодня? Спостережение – это наблюдение. Все зависит от того, как вы внимательно слушали этот расклад, это раз. И все зависит от того, как вы внимательно следите за этими отношениями, наблюдаете за мелочами, делаете выводы, учитесь, меняетесь, трансформируетесь и становитесь другим человеком. Если приглядеться, то эта женщина стоит на фоне дома, або на фоне своей хаты. Да, скорее всего, будет. Но нужно понаблюдать, как говорится. Хорошо. Что скажут карты Таро, как выйти из этих злыдней? Вам совет, как выйти из этой проблемы, из этих вот кріпаків, да, рабів. Всевышний. Всевышний – это высшие силы. Я не знаю, какие у вас отношения с этим эгрегором. Я не призываю никого ни к какому эгрегору. Но высшие силы каким-то образом, возможно, могут помочь вам. Может быть, это именно этот эгрегор. Может быть, какой-то другой. Может быть, это волшебство и магия, та, в которую вы верите. Но высшие силы прямо говорят вам: выходи с помощью высших сил, иначе будет тебе тяжело порвать привязки и лямки злыдней. Злыдни, они такие. Казак, простит ли он вас? Он, именно он, тут все мужское прямо. Простит ли он вас? Впертость или упертость? Скорее всего, да, но вам придется приложить к этому немало усилий. Прощать ли его вам? Все зависит от вашего характера и от вашего желания работать над своими нюансами своей личности. Но мне кажется, что такие да. Хороший ли он хозяин? Или как карты Таро видят его как хозяина, этого мужчину? Своя ноша не тянет, да? Или бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. Я вибачаюсь, погано бачу. Бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. Хороший ли он хозяин? Я бы сказал да. При одном условии. Если он не перекладывает на вас свою ответственность и не нагружает вас своими заботами и своими делами. Что советуют вам карты Таро прямо сейчас?
Сукно обирай якісне, а людину щирісну. Ну, щирісну – это откровенную, открытую, да, или чистую, открытую, да, от більше щирісна – це, ну, як так перекласти, ну, давайте так скажем, открытую. Что советуют высшие силы? Сделать выбор. Делайте выбор. Потому что если вы не делаете выбора, вы становитесь вот этими друзьями. В кавычках. В лапках. Поэтому высшие силы вам дают, говорят, делай выбор. За тобой выбор, ты имеешь право на выбор. Ты имеешь право выбирать. Будете ли вы вместе и как это видят карты? Справжня краса. Шанс есть. Краса до венца, а розум до кінця. То есть для того, чтобы быть вместе, вам нужно шевелить мозгами, на Бога надеяться, а самим не плошать. Ну и справжняя краса – это настоящая красота. Поэтому, да, такой шанс у вас есть. Почему вы на этом раскладе? Не одежа красить людину, а добрі діла. Самолюбування. Вы на этом раскладе, потому что помимо того, что вы хотели узнать, что между вами, и что есть шокирующие подробности, вы все равно посмотрели на себя. Может быть, со стороны, а может быть, прямо в зеркало вашей душі. Побачимось, почуємось. Все буде добре. Па-па.